Пока мы ждем новой официальной информации о зимнем обновлении от Rockstar, они обещали, что до 12 декабря, до выхода апдейта, поделятся еще чем-то интересным. В интернете нежданно-негаданно появилась довольно крупная утечка предстоящего DLC. Прямо сейчас, быстро, в темпе расскажу вам все самое интересное из этого слива, новые ограбления, миссии, оружие, одежда и так далее. Советую досмотреть видео до самого конца, а на экране 30 последних подписчиков этого канала. Подпишись, чтобы попасть в начало следующего ролика. Обновление все ближе и ближе, это значит, пришло время подготовиться. Дабы не мучить себя фармом и позволить все и сразу, я приглашаю вас в свою личную группу по прокачке. Более 10 тысяч положительных отзывов, большой ассортимент товаров как на ПК, так и на консоли по сниженным ценам, любое количество денег, уровень, скиллы, репутация автоклуба и многое другое, регулярные акции и бонусы постоянным клиентам. Также появилась возможность накрутки денег и уровня на ПК без входа в аккаунт. Ваши логины и пароли больше не нужны. Все ссылки само собой в описании. Переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Лука Севан Йоши, известный в узких кругах инсайдер по GTA Online, поделился на GTA Forums и в своем твиттер-аккаунте следующей информацией по апдейту. Будет добавлено значительное количество новых миссий, в основном включая ограбление транспортных средств. Одно из этих ограблений будет связано с подводной лодкой, другое со всеми известным Мейсбанком, третье с большим грузовым кораблем или другими словами судоходом, четвертое с районом в Лос-Антосе под названием Mission Row и пятое ограбление транспорта мы видели на одном из официальных скриншотов. Угон будет происходить из здания казино. Кроме этого, в игру добавят как минимум 25 татуировок и примерно 150 новых предметов одежды. Обладателям ПК, PS4 и Xbox One никакого нового гаража ждать не стоит. Дополнительных парковочных мест для этих платформ в игру не добавят. Только владельцы Next Gen консолей с подпиской GTA Plus получат новый гараж на 100 слотов для хранения транспорта. Но что касается оружия, судя по всему, добавят боевую винтовку, а также какое-то портативное устройство, очень похожее на металлоискатель, но для взлома. Предположительно, это устройство будет использоваться в новых миссиях. Данный пост оценил TestFans, а также многие другие авторитетные ребята. Конечно, верить или нет, дело ваше, лично я верю, не вижу повода сомневаться. Как итог, теперь нам известно как минимум о 5 ограблениях транспорта, возможно, их будет больше. Подлодка, Мейсбанк, грузовой корабль, район Mission Row и здание казино. Все эти миссии будут выглядеть именно как ограбление, ведь Rockstar сами сказали, что нам предстоит планировать и проводить похищения. Планировка, разведка и все в этом духе — это главные синонимы ограблений в GTA Online. Понятное дело, что они будут не такие масштабные, как Cayo Perico или Pacific Standard, выплаты тоже будут в разы меньше, но и проходиться они будут куда легче. Короче, заезженного «приедь в точку А, забери машину и привези в точку Б» ждать точно не стоит. Здесь по-любому будет какой-никакой экшончик, поэтому должно быть интересно. Как минимум 150 новых предметов одежды, 25 татуировок и 2 оружия. Первое — это некая боевая винтовка, а второе — какое-то портативное устройство для взлома, использовать которое предстоит в новых миссиях. Интересно, что будет представлять из себя эта новая винтовка. Табельный карабин, например, который добавили в игру сравнительно недавно, мне очень понравился. Реально, по ощущениям, одна из лучших пушек в мультиплеере. Надеюсь, новая боевая винтовка будет не хуже, ждать осталось совсем немного, уже во вторник 12 декабря выйдет долгожданный апдейт. Странно, что Rockstar молчат, всего лишь 5 дней осталось до релиза DLC, они до сих пор не сообщили самое главное — дату выхода. По-любому 100% это будет 12 декабря, но тем не менее, почему они это не говорят? В среду промолчали, в четверг тоже, по выходным никакой информации, как правило, они не делятся, поэтому остается сегодня, то есть пятница и понедельник. Не думаю, что они будут сообщать о дате выхода за один день до релиза, это как-то глупо, поэтому понедельник в пролете. В общем, сегодня, в пятницу, ждем новой информации от Rockstar, возможно, разработчики выпустят трейлер, очень на это надеюсь. По транспорту, к слову, пока что никакой новой информации, до сих пор известно лишь о 3 новых авто. Суперкар Гроти Туризма Амаджо, основанный на Ferrari F8 Tributo, семейный седан от Карин на базе Toyota Camry в 30-м кузове и эвакуатор, да, тоже решил включить его в этот список, ибо ну а где еще он появлялся в онлайне.
По сути, на этом все, ждать осталось совсем немного, надеюсь, Rockstar не разочарует контентом и обновление получится годным. Напоминаю вам о телеграм-канале, новая инфа всегда сначала появляется там, а уже потом выходит ролик на ютубе, поэтому телега — это лучший способ быстро донести до вас актуальные новости. Подписывайтесь, гарантирую, не пожалеете. Ссылка на мою личную группу по прокачке в описании, пока нет ажиотажа, рекомендую не тянуть и прокачаться перед апдейтом, чтобы потом не стоять в очередях. Сейчас на экране появятся 2 ролика, выбирай, что нравится больше, и приятного просмотра. Ну а на этом у меня все, как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся.